Салют, people, с вами Human. И давайте сегодня посмотрим, как некоторые могут добыть себе бесплатную видеокарту RTX 3090 еще и с подписью от Хуанга. Глянем, как эти же графические процессоры становятся геймерским золотом. Посмотрим на хитроумные махинации проезда видеокарточек втихую через таможню. Ну и под конец скажу вам пару слов о организаторах Warcraft 3 Nation League и топовой ныне игре Elden Ring. Если вы вдруг не в курсе, то сейчас Nvidia готовится к конференции по графическим технологиям, так называемая GTC 2022, которая состоится уже 21 марта. Данная конференция, она посвящена технологиям искусственного интеллекта, причем включая компьютерную графику, науку о данных, машинное обучение и автономные технологии. И вот что самое интересное, именно в этом году на GTC Nvidia раздаст как минимум 8 видеокарточек RTX 3090, которые подписаны самим генеральным директором. Да, Хуангом. Единственное требование — это быть участником гибридной конференции GTC. То есть, что значит гибридная? Она сейчас проводится, вообще все мероприятия Nvidia проводятся онлайн в основном и иногда физически. То есть, основные мероприятия и ключевые доклады виртуальные, но вот Nvidia подготовила несколько мастер-классов, которые требуют как раз таки физического присутствия. Правда, непонятно, почему Jensen раздает именно RTX 3090 вместо, допустим, той же грядущей RTX 3090 Ti. Видимо, 3090 залежались, а 3090 Ti все еще не готовы. Но это так, шутки ради, я не знаю. С другой стороны, мероприятие GTC обычно не имеет отношения к игровой серии, что GTX, что RTX. Поэтому здесь логично было бы презентовать и раздать модели для рабочих станций. Ну, да ладно, в принципе, 3090 она позиционируется как рабочее решение, а не игровое. Во всяком случае, более перевес идет именно в рабочее решение. И если что, то регистрацию для участия в розыгрыше необходимо пройти до 24 марта. Хотя сама же конференция, как я и сказал, будет состояться 21 марта этого года. И раз уж мы говорим о видеокартах, в прошлый раз я показал вам трэш-цены в Ситилинке, где вроде бы как скидки в 51%, но до этого они выросли еще больше. Помним, да? Эффект Сникерса. Так вот, DNS вновь поражает своими ценниками, и даже невзирая на то, что ними заинтересовался антимонопольный комитет. Приведу вам в пример. У нас есть видеокарточка Gigabyte RTX 3080 Gaming OC на 10 гиг LHR. Она продавалась по цене $2040. Сейчас продается по цене. Хотя еще до 23 февраля ее можно было приобрести в магазине за 1185 баксов. То есть, вы понимаете, да? Наценка почти x2. Как вам? Но поясняется здесь ситуация следующим образом. Якобы карты, которые продавались за более низкую цену, они закупались до резкого изменения курса валют. Поэтому DNS со старта не подняла ценники до $2000, а всего лишь до 1540. Хотя и тогда реакция публики и антимонопольной организации были уже так себе. И вот, якобы сейчас те партии подошли к концу. Ну вот якобы. Поэтому розничный прайс и повысился. Я, конечно, не знаю, кто тогда решил покупать видеокарты, пусть то даже майнер или человек, работающий с рендером, но это выглядит полностью как абсурд, но вот такая официальная позиция DNS. Хотя здесь наклевывается еще один такой, скажем так, риторический вопрос. Так что, получается, и логистика нормальная, уже работает, все налажено, и получается дефицита видеокарточек как такого нету, и деньги у людей есть. Ну, вы понимаете, да, этот сюрреализм. Ну и, в общем, в итоге, якобы вот на полках онлайн-магазина теперь новые партии карт. Будут ли повышаться цены дальше и будут ли вообще карты, непонятно, учитывая всю эту ситуацию в мире между странами, ну, то есть это абсолютно непонятная ситуация, но можете черкануть свое мнение в комментариях, потому что по большому счету получается так, что по факту то, что происходит, говорит о том, что будет дефицит и высокие цены, а то, что говорит DNS, предполагает то, что все будет хорошо. Абсурд во всей красе. Да, ребятки, новое присоединение к санкциям на фоне войны России с Украиной. В чем дело? Организаторы мероприятия Warcraft 3 Nation League исключили из турнира российскую сборную. И по словам самих организаторов, большинство команд отказались играть против сборной России, а выставлять этим командам техническое поражение или заочно отдавать России первое место они посчитали нецелесообразно. Поэтому исключили российскую сборную из соревнований. Организаторы сожалеют, что до этого дошло, да, и понимают, что данное решение не найдет безусловной поддержки в сообществе, но этот шаг был единственным, который позволял продолжить соревнования и не превращать их в фарс. Такие дела. Тем временем, согласно отчету MyDrivers, китайская таможня конфисковала тысячи незаконно ввезенных видеокарт XFX Radeon. Для тех, кто вдруг не в курсе, XFX является подразделением гонконгской компании Pine Technology Holdings Limited, и сейчас эта компания имеет штаб-квартиру в Калифорнии, в США. Но также есть и подразделения в других регионах, например, в том же Китае. И вот, говорят, что у этого азиатского филиала серьезные проблемы с китайской таможней. Вопрос, почему? Да потому что недавно была обнаружена партия видеокарт с
с неверными характеристиками. Ну и что, спросите вы? А то, что это могло бы скостить большую часть налогообложения на товар. В итоге, в ходе расследования китайские власти подтвердили, что характеристики видеокарт в количестве 5840 не соответствуют информации на этикетках. В целом, эти карты стоят где-то 20 миллионов юаней, это составляет примерно 3,15 миллионов долларов США. Власти пока что не подтвердили, что это именно китайский филиал XFX имеет прямое отношение ко всему этому, но тем не менее их веб-сайт закрыт уже, причем несколько дней. И более того, компания также закрыла свой официальный магазин на розничном сайте Tmall. В итоге проект MyDrivers, пока что не указывая никакого подтверждающего точного источника, говорит, что этот тип незаконной, неправильной маркировки импортированных видеокарт, да, был известным методом снижения таможенных пошлин, ну, естественно, налогов, на все импортные графические процессоры. То есть, если мы говорим с вами простым языком, то такой лазейкой пользуются уже, давно не первый день. А на сайте утверждается, что таким образом в страну было ввезено до 150 тысяч видеокарт, причем как новых, так и бэушных. Собственно, уже и ранее отделение XFX, именно этого филиала, обвиняли в таких вот теневых сделках с местными криптомайнерами. И в одном из отчетов как раз таки утверждается, что все поставки ранешних RX 500 и RX 5000 серии были распределены между криптофермами напрямую, но никак не розничными торговцами. И вот в итоге такой риторический вопрос: что это, бизнес или алчность? Естественно, не могу не сказать вам пару слов о игровой индустрии. Кратко, но тем не менее. Еще и на фоне крайней публикации чарта продаж Steam. Не скажу, что там что-то феноменальное произошло, потому что в принципе ожидаемо, но тем не менее. В свежем отчете от Valve зарисовались и Steam Deck, и Elden Ring. То есть продажи Steam Deck сейчас очень активны и сумели взобраться аж на вторую строчку чарта. Ну и в итоге оказались между двумя Elden Ring'ами на первом и на третьем местах. И получается, топ-10 у нас выглядит следующим образом: Elden Ring, Steam Deck, Elden Ring, Core Keeper, Risk of Rain 2, Valve Index VR Kit, на секундочку, Red Dead Redemption 2, на секундочку, Dread Hunger, Dying Light и WWE 2K22. То есть получается, что Elden Ring удержит лидерскую позицию в чарте Steam уже третью неделю подряд. И пока что предпосылок для изменения данного положения не наблюдается. То есть здесь, в принципе, адекватная конкуренция между Elden Ring софтом игрой и Steam Deck хардом, который многие-многие люди ждут. А поскольку на горизонте особо каких-то там проектов, AAA проектов вообще не наблюдается, то, скорее всего, Elden Ring будет в топ-1. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете проект комментариями, лайками, подписками, за то, что приземлились на запасной аэродром в виде Яндекс.Дзен, за то, что идете в телеграм-канал, потому что непонятно, что будет происходить дальше. За все вам спасибо. А за адекватность, еще и отдельно. Ну а, естественно, отбор, чистка, конечно же, продолжается, потому что мы не хотим жить в болоте, мы хотим жить среди адекватных, нормальных товарищей. Но с вами, как всегда, был Human, и, как всегда, если у вас есть возможность, кайфовой вам игры.